Всем привет, друзья! Вы на канале Алекс Моторный. Темой нашего сегодняшнего видео будут байки Харькова и городских улиц. Я вас уверяю, тема очень интересная и увлекательная. Из сегодняшнего видео вы узнаете о том, что Харьков вплоть до 19 века был грязным да нельзя городом. О том, что знаменитая Сонька Золотая Ручка орудовала и в Харькове. Что в нашем городе есть площадь под названием «Как попало». О том, что во время Второй мировой войны трамваи в Харькове исполняли роль баррикад. Четырехвагонные трамваи в Харькове – миф или не миф? Обо всем этом и многом другом смотрите в этом выпуске. Летом песочница, весной и осенью чернильница. Так харьковчане говорили о своем родном городе чуть ли не до середины 19 века. Потом ситуация начала исправляться. Грязь в Харькове, глубокая и продолжительная, являлась одной из главных его достопримечательностей, с отрицательным уклоном, конечно. Причем почва состояла преимущественно из самого настоящего чернозема. Его бы на поля, а в городе наступал настоящий кошмар. Во время непогоды почва становилась вязкой. Прохожие в ту пору носили высокие сапоги. Время от времени из сапога вынималась нога, а обувь оставалась в грязи. По большинству улиц невозможно было добраться до своего жилища ни пешком, ни на повозке, а только верхом. Причем лошади погружались по брюхо в грязь. Кони нередко утопали настолько, что их приходилось вытаскивать с помощью валов. При погребении мертвых случалось, несшие покойника настолько вязли в грязи, что спотыкались и опрокидывали гроб прямо посредине улицы. Более того, устанавливались ежегодные так называемые грязные каникулы, поскольку учащиеся просто не могли добраться до своих гимназий. Особо отличались площади, там грязь была особо непролазной. Мироносецкая, Конная и Базарная оспаривали друг у друга это первенство. Есть в Харькове площадь, которая называется «Как попало». Она расположена на Полтавском шляхе недалеко от Южного вокзала. Было на Жандармской площади, так она называлась в ту пору, жандармское отделение, рядом с пожарной каланчой. Так вот, из темницы сбежал заключенный, перепилив стальной прут решетки. Добежать до ограды он не успел, потому что был мастерски застрелен бравым охранником. Но вернемся к названию самой площади. По плану 1822 года здесь собирались строить полноценный острог. Затем Жандармская площадь решением Президиума исполкома от 17.11.1920 года переименована в площадь Всеобуча, всеобщего военного обучения. А уже в 1926 году площадь Всеобуча была названа площадью Красного милиционера. Согласно решению Горуправы от 7.09.1942 года, в годы немецкой оккупации 1942-1943 площади возвращалось название Жандармская. В списке улиц 1954 года она переименована в Гончаровский бульвар. Вы еще не запутались? Тогда едем дальше. В реестре названий урбанонимов города Харькова, утвержденном 25.12.2002 года, числится как площадь милиционера, но уже без прилагательного «красный». Также в некоторых архивах упоминается, что площадь именовалась Таможенная и Красного пожарника. А если разобраться, то до сих пор ее величают площадью милиционера. Жандарм и милиционер. В общем, как попало. Названия разные, а смысл тот же. Знаменитая Сонька Золотая Ручка орудовала и в Харькове. По легенде, бандитка провернула в нашем городе несколько ограблений. Да не где-нибудь, а в самом пассаже Пащенко-Тряпкина. Доблестная полиция ее все-таки поймала, но Софья все равно каким-то привычным ей хитроумным способом вышла сухой из воды.
абсолютно безнаказанно. Есть в Харькове в Центральном парке один памятник мальчику, ловящему рыбу в искусственном озере. Так вот, как раз эту рыбу, которую вытянул бронзовый мальчик, регулярно воруют, чтобы хвастаться перед приятелями или просто на память. И это несмотря на то, что в парке полно охранников. Происходит это, как правило, весной или осенью. На зиму рыбку убирают, а летом ночи короткие, как правило, рыбку видно, и недобросовестные посетители просто не рискуют, чтобы подобраться к ней. Эту байку рассказал служащий или работник парка. Рыбку тут же заменяют, и в парке делают вид, что ничего не произошло. Это было давненько, правда, но раз или два в месяц происходило. Посетители все как один нетрезвые. Просто подходят к рыбке, глубина здесь небольшая, максимум по пояс, и сдергивают ее с удочки. Позже леску от удочки заменили на самый настоящий трос, и сдернуть рыбу с крючка стало непростым делом. А вот верить в это или нет, решать вам. Есть на реке Харьков беседка, из которой, если выйдешь на юг, жди беды. Если же выйдешь на север, беда обойдет тебя стороной. Впрочем, благополучия тоже не следует ожидать. Беседка расположена в конце улицы Фейербаха на набережной реки Харьков. Мало кто знает, но про беседку ходит одна байка. Дело в том, что внутрь беседки ведут два входа. Назовем их южный и северный. Это не совсем так, входы скорее соседние, но местные жители зовут их именно так. Когда входишь в беседку, то тебе все равно, с какой стороны ты зашел, с северной или южной. А вот на выходе ты обязательно пройдешь через северный вход. Вот почему-то все так идут. Байка гласит, когда-то в беседке обвенчались жених и невеста. Так вот, невеста заупрямилась и настояла на том, чтобы они по окончании венчания вышли через южный вход. Жених настаивал, что нужно выходить через северный. Но в конце концов сдался. И новоиспеченные муж и жена последовали через южный вход. Через некоторое время муж утонул все в той же реке Харьков. Жена стала чахнуть и вскоре тоже умерла. И родилась байка, что выходить из беседки надо только через северный выход. Тогда беда минет тебя стороной. Конечно, эта байка не выдерживает никакой критики. Но суеверным людям я все-таки рекомендую выходить с северной стороны. Существует байка, что во время Второй мировой войны трамваи в Харькове исполняли роль самых настоящих баррикад. По официальной информации, за время оккупации города немецкие захватчики полностью вывели из строя водопровод, канализацию, газоснабжение, трамвайное хозяйство. Площади и улицы, особенно в центральной части Харькова, представляли собой груды развалин. Город был настолько разрушен, что делегации ряда стран, посетившие его после освобождения, считали, что для восстановления необходимо 50 лет. Но уложились в 10. Но мало кто знает, что трамваи и троллейбусы были целенаправленно расположены на улицах города для создания самых настоящих баррикад. Это произошло при первом захвате города в 1941 году. Поэтому специально их уничтожать немцы не собирались. Так получилось. Более того, в 1942 году было запущено 2 трамвайных маршрута, о чем тогда умалчивали. Во время второй оккупации трамваи уже не ходили, было как-то не до них. В 1943 году Харьков был освобожден окончательно, но трамваев в городе осталось совсем мало. Вдобавок рельсы были разбиты, причем почти все. Увы, в Харькове трамваи почти не использовались в годы войны. Сказались несколько оккупаций. И раз уж мы затронули тему трамваев, давайте выясним, 4-вагонные трамваи в Харькове – миф или не миф? 3-вагонные трамваи ездили когда-то в Харькове по маршруту Салтовка-ХТЗ.
Это было сделано для того, чтобы работникам заводов было максимально удобно добираться из спальных районов Салтовки к предприятиям. Но все равно в час пик влезть в трамвай было нереально. Только на конечной остановке или остановках, приближенных к конечной. Еще бы, полсалтовки тогда работало на ХТЗ и других заводах. Большие предприятия, по слухам, даже пытались выработать график подвоза рабочих. Но у них ничего не получалось. Кто-то из сотрудников опаздывал, кто-то принципиально не хотел мириться с графиком. В общем, начальство потерпело крах. Но мало, наверное, кто знает, что в Харькове ходили 4-вагонные трамваи. Во всяком случае, фото с 4-вагонным трамваем об этом говорит. Старшие харьковские интернет-пользователи уверяют, что катались на таком трамвае. По их словам, именно такие вагоны были на 15-м маршруте и на первоначальном 23-м. Теперь и 2-вагонные встретить редко. Например, маршрут номер 3. Есть байка-шутка и про троллейбусы в Харькове. Во всяком случае, харьковчане уверены в том, что легенда произошла именно в Харькове. Остановки подъезжает троллейбус, пассажиры по всем правилам начинают выходить и входить. Тут от передней части троллейбуса к тросам, прикрепленным к дугам, подходит мужчина в оранжевом жилете поверх одежды и в рабочих рукавицах. Кстати, эти дуги правильно называют пантограф. Деловым видом опускает одну из дуг, оглядывается на стоящих на остановке и просит одного из мужчин помочь подержать трос. Мужчина соглашается, и наш водитель удаляется в сторону кабины, по пути снимая с себя жилет и рукавицы. Но до кабины он не дошел. Огляделся, понял, что его никто не замечает, так как троллейбус заслонил остановку. Преспокойно перешел дорогу и принялся наблюдать, что же будет дальше. А дальше наблюдается картина, как разъяренный водитель, уже настоящий, наезжает на ничего не понимающего мужчину, который держит трос. Да и такая ситуация могла повториться и не один раз. Отсюда, наверное, эта ситуация могла произойти и в других городах. Но возникла она впервые именно в нашем Харькове. Есть в Харькове и такая байка. На дне речки Лопань зарыто золото и другие драгоценности. Лежит это все на промежутке от Полтавского шляха до Блокбаза. Поговаривают, что немцы, или по разным версиям японцы, предлагали почистить речку Лопань, благоустроить ее, засыпать песком, при условии, что все, что они найдут, принадлежать будет им. В советское время им вежливо отказали. Старожилы утверждают, что золото и другие драгоценные предметы уже погрузились на 2 метра под ил. Поэтому маломощные металлоискатели не распознают их. Еще существует байка, что когда-то в реке был столб с надписью «Золото и прочее сваливать здесь». Его поставил некий предприимчивый человек. Наверное, чтобы полиция, которая преследовала вора, не нашла при поимке украденные драгоценности. А человек забирал себе дань в виде каких-нибудь процентов, что ли. Если вора отпустят, конечно. В противном случае предприниматель забирал все себе. Еще есть байка, что родственники якобы знакомы с людьми, которые покопались в Лопани в районе завода Шевченко и других промышленных предприятий, а потом открыли внезапно собственный бизнес. Якобы там сплавлялись в речку время от времени редкие металлы и другой драгоценный хлам. Рабочим просто было лень перебирать, а вынести с завода редкие металлы не представлялось возможным, охрана была на высоте. Вот такие существуют байки о нашем городе. А верить или нет, решать вам, но они имеют место быть. Благодарю всех зрителей канала за внимание, подписывайтесь, до новых встреч!